Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я приветствую вас здесь и сейчас. И хочу представить вам обзор колоды Таро Mother of Crows. Есть несколько вариантов перевода этого названия. Одни говорят, что название переводится как «Вороны смерти», другие переводят как «Убийство воронов». Но точное название, я думаю, знает только сам автор колоды. Автор этой колоды Коррадо Рой, итальянский художник, известный. Это художник комиксов, а также иллюстратор. И он представил миру свою новую работу в виде колоды Таро. Перед нами его работа, очень выразительная и очень лаконичная. И этой выразительности Коррадо Рой смог достичь благодаря своему таланту иллюстратора в стиле монохромии. Монохромия — это одноцветие, это черное и белое, свет и мрак, яркость темных линий на светлом фоне. Это идеальное сочетание противоположностей, которое подчеркивает глубину и суть арканов. Также создает такой магический, готический флер, атмосферу такую завораживающую, настораживающую, сдержанную и очень строгую и лаконичную. И вот за счет вот этой монохромии и получается вот такая вот, создается такая глубина, которая позволяет проникнуть внутрь арканов. Вот такая вот хорошего очень качества, плотная коробочка. Как видно, здесь белый, черный и полутона, серый. Эту колоду выпустило итальянское издательство Lo Scarabeo. Очень хорошего качества, достаточно, недостаточно, а очень плотная, неубиваемая коробочка. Здесь также есть вот такая она очень и очень плотная, как бокс такой картонный. Также Mother of Crows выпущена еще в лимитированной версии черно-бело-красная, но эта версия обычная, это не лимитированная. Также здесь представлена вот такая вот книжечка МБК, в которой есть описание каждого аркана, есть вот небольшой такой расклад. Она на разных языках, на английском, на итальянском. И карты. Карты тоже очень хорошего качества. Такая глянцевая, слегка матовая ламинация. Вот такая вот рубашка. Тоже такая готическая. Карты плотные.
Это рекламная карта Лос Карабео. Эту карту можно использовать как карту бланку, пустую карту с каким-то предсказанием ворона. Как известно, вороны — это мудрые птицы. Это птицы, символизирующие мудрость. И вороны издревле считались магическими птицами. Птицы их относили к магии. Их и опасались, и побаивались, и возносили как мудрых посланников богов. В греческой и римской мифологии ворон сопровождает богов, таких как Кроноса, Сатурна, Аполлона, Гелиоса, Афину, и является символом удачи и божественным посланником. Также известны два ворона, которые всегда сопровождают верховного бога скандинавской мифологии Одина. Их имена Хугин, думающий, и Мунин, помнящий. И каждый день они облетают 9 миров и сообщают Одину обо всем, что увидели. Вороны Одина считаются главным символом мудрости, тайного знания в Скандинавии. Ворон — одна из самых символичных птиц. Это считается птица рождения и смерти. Вороны, духовный символ ворона — это самоанализ, самопознание, мужество, перевоплощение. Также духовный символ ворона — это магия, это тайны, гадания, это мудрость, а также послания, инструкции, секреты. Вороны и отпугивали людей, и настораживали, и в то же время люди их восхваляли за их мудрость. Вороны считаются магическими птицами, так как по преданиям они обитают во всех 3 мирах: в мире богов, в мире людей и в подземном мире мертвых. Поэтому часто являются нам как посланники или проводники небесного, божественного мира или подземного, загробного мира. Вот и здесь на каждой карте, на каждом аркане присутствует символ ворона. Либо это отдельный символ в виде ворона, либо здесь вороны присутствуют вместе с фигурами людей. Старший аркан — дурак. Вот такой вот фигура человека, и рядом с ним вместо собаки мы видим ворона. Маг. Здесь у мага, как мы видим в классике, все атрибуты 4 стихий, и на плече у него сидит ворон в виде помощника. Жрица. Очень сдержанная здесь жрица, очень лаконичная, ничего лишнего, очень строгая. Такой минимализм. Императрица. Императрица мне здесь очень тоже нравится. Очень такая значимая,
знающая себе цену женщина. И здесь тоже у нее помощник-посланник Ворон. Император. Прообразом императора здесь взят Один. Вот и два ворона, Хугин и Мунин, у него за плечами на троне. Иерофант. Иерофант здесь тоже с двумя воронами изображен. Влюбленные. Здесь вот мужчина, женщина. И вместо ангела с крыльями мы видим ворона в благословляющем таком жесте. Колесница. Здесь в колесницу запряжены не лошади, не львы, не сфинксы, а два ворона. И в колеснице тоже едет ворон. Сила. Здесь женщина, похоже, что в маске ворона, укрощает животное, укрощает льва своей силой, своей духовностью. Отшельник. У отшельника в клетке, как мне кажется, сидит ворон. Очень такой тоже сдержанный, строгий отшельник. Аскетичный очень. Колесо фортуны. Здесь мы видим тоже ворона, управляющего круговоротом, циклами жизни и смерти. Правосудие. Правосудие в виде фигуры женщины с мечом и весами в руках, и на плече у нее тоже сидит ворон. Повешенный. Смерть. Смерть здесь тоже такая. Нагрянет, так нагрянет. И вот здесь вот над вороном изображена такая вот в виде дверного проема рамка, говорящая о том, что это переход. Переход от одного к другому, переход от жизни к смерти и от смерти к возрождению. Умеренность. Умеренность мне здесь напоминает Николь Кидман. Очень. Здесь женщина с крыльями ворона. Дьявол. Дьявол здесь, в принципе, такое достаточно классическое изображение. Мужчина, женщина порабощены, связаны цепями. Но вместо дьявола мы видим ворона. Башня. Башня здесь не разрушена, но молния
насколько я вижу, вот молния попала в башню и испугнула птиц. Здесь вороны улетают в связи с тем, что они почувствовали, что сейчас начнется что-то страшное. Они успели улететь до крушения. Звезда. Звезда достаточно классическое изображение, но такое тоже очень сдержанное, больше готическое такое. И ворон наблюдает за процессом. Луна. Луна очень интересная. Здесь такая полная луна, достаточно дружелюбная. И два ворона вместо двух башен. Солнце. А здесь такой ворон, похож на такого защитника, на такую ворона-мамочку, который разрешает спрятаться у него под перышками. И прям такая защита от него. Защитой веет такой теплом. Но солнце — это аркан такой. Это защищенность, это счастье, это благополучие, радость. Страшный суд. Карта возрождения, карта перемен, трансформации. Здесь вместо ангела в горн трубит ворон, а остальные вороны возрождаются из забвения, из мертвых. Мир. Карта целостности, гармонии, завершения цикла. Туз кубков. Двойка кубков. Достаточно классическое изображение двойки кубков. Влюбленные, знакомства. Ну и сверху парят два ворона. Тройка кубков. Карта радости, праздника. Три девушки с тремя кубками празднуют что-то, и сверху над ними три ворона. Четверка кубков, тоже достаточно классическое изображение. Апатия, грусть, печаль, депрессия. И ворон, наблюдающий за человеком. Пятерка кубков. Карта боли, утраты, потери. И вороны здесь испуганные. И человек здесь как человека-ворон. Вроде бы и человек, но руки и ноги как у ворона. И вороны кружат над ним. Шестерка кубков. Очень интересное изображение. Здесь взгляд на себя со стороны, как бы взгляд на свое изображение в зеркале. Взгляд в прошлое, возможно, шестерка кубков — это еще карта прошлого. Семерка кубков. Здесь не совсем классическое изображение семерки кубков. Здесь больше карта каких-то, возможно, измененных состояний сознания, когда
человек начинает видеть то, что невидимо обычным взором. Взгляд по ту сторону нашего мира. Восьмерка кубков. Восьмерка кубков в классике это уход от ситуации, где тяжесть на сердце, где тяжело, а здесь какой-то переполох. Здесь что-то случилось, и вороны испуганы. Здесь какое-то событие, полная луна, что-то происходит, что-то непонятное, что-то тайное и скрытое. Девятка кубков. Девятка кубков тоже не совсем классическая, здесь не видно радости. Но здесь просто человек погружен как бы в себя. Все при нем, кубки при нем, но он не излучает здесь радости, здесь больше погружение вглубь. Десятка кубков. Десятка кубков здесь как карта семьи, карта стаи, карта предков, карта рода Вороньего. Здесь вот как ворон, как ангел парит над стаей, защищая и оберегая их. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Очень такая наполненная энергией карта. Карта больше как мистицизма какого-то такого, глубины. Кубки — это чувство, здесь много чувственности в этой карте. Король кубков. Ну, король кубков здесь такой надменный. И позади него на троне тоже два ворона, как у императора. Туз пентаклей. Карта счастливого шанса, удачи, счастливого случая. Двойка пентаклей. Карта баланса. Баланса и выбора. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей достаточно классическая работа, оттачивание мастерства, усовершенствование своих навыков. Четверка пентаклей. Тоже классическое изображение. И на руках вот сидит ворон, охраняет монетки, пентакли. Пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей — это карта лишений, карта бедности, карта нужды, возможно, болезни. И энергетика этой карты тоже передана хорошо. Шестерка пентаклей. Это карта помощи, взаимопомощи, поддержки. Здесь человек, но опять же, то ли человека ворон кормит ворон, помогает им выжить. Семерка пентаклей. Ожидание. Здесь ожидание результата. Человек ждет.
Восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей может быть не совсем классическая, а может быть здесь человек трудится. Восьмерка пентаклей — это карта работы активной, продуктивной. Здесь человек, здесь, возможно, человек или ворон трудится над чем-то. Здесь его труд заключается, возможно, в написании чего-то, в сборе какой-то информации. Девятка пентаклей. Девятка пентаклей. В классике это карта благополучия, благосостояния, карта самореализации. Но здесь тоже мы видим женщину такую очень уверенную в себе, у которой все есть и которой бы казалось ничего не нужно. Она самодостаточная здесь. В принципе, передает энергетику карты, но со своими тонкостями и нюансами. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей — это карта дома, карта домашнего очага, семьи, карта брака. Здесь вороны трудятся над чем-то. Возможно, они строят гнездо, собирают прутики и строят гнездо для дальнейшего развития отношений, для потомства. Паж пентаклей. Паж пентаклей. Карта обучения. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Королева пентаклей здесь такая, прям как скала, как башня. Здесь такая стабильность и такая уверенность, что ничего не поколебимо. Все останется так, как было. Король. Король пентаклей. Король пентаклей здесь достаточно классический. Уверенный в себе, сдержанный. Туз жезлов. Новый шанс, новый импульс, новые возможности. И здесь ворон контролирует эти возможности. Двойка жезлов. Двойка жезлов — это карта выбора. Это карта, где нужно определиться, куда двигаться дальше. Здесь, в принципе, достаточно классическое изображение. Тройка жезлов. Тройка жезлов тоже очень похожа на классику. Просчитывание вариантов, выбор дальнейшего направления, развития своего и движения. Четверка жезлов. Карта стабильности. Карта, в которой сооружено что-то в виде такого такой триумфальной какой-то арки. Люди празднуют что-то, празднуют какую-то победу. Люди, вороны. В общем, здесь одержана победа. Здесь какой-то праздник. Цветы, благополучие. Похоже на классическую карту. Пятерка жезлов. Борьба, конкуренция,
Соперничество тоже похоже на классику. Шестерка жезлов тоже очень похоже на классическую. Единственное, что здесь всадник один без свиты. Карта победителя. Семерка жезлов. Семерка жезлов – это отстаивание своих границ, своих позиций, своих интересов. Здесь уже все границы, наверное, отстояли. Человек одержал победу, он уже расслабился и общается с вороном. Восьмерка жезлов отличается от классики. Отличается тем, что здесь никто никуда не спешит, никто никуда не летит. И в отличие от классики, где восьмерка жезлов – карта скорости, быстрого развития событий, быстрого изменения ситуации. Здесь, в принципе, другое значение. Здесь пауза какая-то и стабильность определенная. Может быть, недолгая, но она здесь есть. Девятка жезлов. Девятка жезлов – это карта отчуждения, обособленности, карта паузы определенной в классике, где человек выжидает паузу, прежде чем действовать дальше. Но здесь немного похоже на девятку мечей. Ну нет, не на девятку. В девятке мечей там больше страхи надуманные, а здесь кажется, что вороны пугают. Пугают, нападают, человек пятится, ворон пятится назад, не уверен в своих позициях, хоть он и на вершине горы, но здесь неуверенность, что он устоит. По крайней мере, я так вижу эту карту, может быть, я ошибаюсь, я еще плохо с ней знакома, я познакомлюсь с этой колодой поближе, я посмотрю, как она проявляет себя, и, возможно, потом сниму еще один обзор. Десятка жезлов, тяжелая ноша, которая от которой тот, кто несет, даже согнулся, настолько тяжело ему, но он не отпускает. Он здесь пытается помочь и донести другого ворона. Паж жезлов. Это новости, послания, что-то новое, новые идеи. Здесь, в принципе, ворон настроен на новые какие-то подвиги, постижения. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов здесь достаточно спокойный. Конь не мчится, конь стоит, возможно, что здесь более сдержанный рыцарь жезлов, чем в классической колоде. Королева жезлов. Но здесь королева жезлов похожа на какую-то колдунью, с чем она часто и ассоциируется. У нас королева жезлов — это может быть ведьма, это может быть очень уверенная в себе женщина, знающая, как добиться желаемого, очень активная женщина. Король жезлов. Король жезлов. Тоже здесь излучается такая уверенность в своих силах, в своей непогрешимости, в своей активности и продуктивности. Амбициозный король жезлов. Здесь тоже такой уверенный в своих силах король. Туз мечей. Туз мечей. В принципе, классическое изображение. Ну, еще у нас на вершине, на острие меча,
мы видим изображен ворон. Двойка мечей. Двойка мечей здесь изображена, в принципе, практически как классика. Трудный выбор, вот развилка. Здесь нужно принять карту выбора, трудного выбора. Тройка мечей. Тоже очень похоже на классику. Удар в спину, предательство, измена, разбитое сердце. Здесь тоже боль изображена. Четверка мечей. Очень похоже на классику, витражное стекло. И отдыхающий, то ли человек, то ли ворон. Отдыхающий, либо восстанавливающийся. Карта восстановления, отдыха. Возможно, еще карта болезни. Пятерка мечей, карта победы. Победы любой ценой. Очень похоже на классическое изображение. Только вместо поверженного второго человека здесь мы видим стаю воронов. Шестерка мечей. Тоже очень похоже на классику. Отплывание к неизведанным берегам. Уход от какой-то ситуации, вынуждены. Единственное, что в лодке один только человек. Он и управляет лодкой, он и гребет, и он и сам является пассажиром. В отличие от классического изображения, где сидит женщина с ребенком. Семерка мечей. Семерка мечей – карта хитрости. Карта обмана, карта подвоха какого-то, карта хитрости, изворотливости ума. Здесь тоже мы видим хитрость и изворотливость ума. За счет своей хитрости ворон поймал добычу. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей. Карта скованности, ограниченности какими-то обстоятельствами, чем-то. Внутренние какие-то ограничения. Здесь мы тоже видим, что человек может выпутаться из всех этих пут, веревок, но сам себя не хочет освобождать. Ограничения больше внутри, чем снаружи. Очень похоже на классику. И сверху два ворона. Девятка мечей. Тоже схожа с классическим изображением. Карта страхов. Карта плохого сна, кошмаров, горе от ума, неспособность ясно мыслить из-за панических атак каких-то, из-за каких-то надуманных страхов, из-за того, что человек сам себя запугал до потери сознания. Здесь мы просто видим, что вот тень ворона напугала девушку. И десятка мечей тоже очень схожа с классикой. Здесь всех 10 мечей, пронзивших человека, мы не видим, но мы видим здесь уже труп, который обгладывают вороны, доедают уже. Здесь уже завершение бесповоротное, без воскрешения здесь уже. Паж мечей. Паж мечей здесь такой серьезный, сдержанный, не очень активный, но он стоит и анализирует ситуацию. Он поднял голову вверх, и он задумался над чем-то. Паж мечей – это анализ, это обучение, сбор информации. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей здесь такой воинствующий, в принципе, соответствует рыцарю
Единственное, что конь у него тоже очень спокойный. В отличие от классического изображения, где конь у рыцаря мечей, он просто несется галопом. Здесь у рыцарей лошади спокойные, кони сдержанные. Королева мечей. Королева мечей очень похожа на классическую королеву мечей. Если захочет отсечь, так отсечет сразу же все безвозвратно. Очень строгая, сдержанная, серьезная. Здесь в одной руке у нее меч, как в такой защитной позиции, а тень королевы держит меч вверх. То есть здесь она в любой момент готова к атаке. Лучше не нападать на нее, не провоцировать. И король мечей. Король мечей здесь тоже такой, что лучше близко не подходить. Даже по его выражению лица все понятно. Дифирамбы бесполезные. Здесь только строгий расчет, аналитика и ничего лишнего. Вот такой получился обзор. Такая интересная колода, очень необычная. Я думаю, что на этой колоде будет очень хорошо, она будет показывать наше скрытое, подсознательное, какие-то моменты внутри нас, какие-то искажения, возможно, какие-то страхи, какие-то моменты, которые не видны невооруженным взглядом. Также я думаю, что на ней можно хорошо просматривать негативные моменты, магические негативные воздействия. Посмотрим. Я с ней познакомлюсь поближе и потом вам скажу, как она себя проявляет в работе. Но энергетика у нее очень и очень серьезная. Ну что ж, я благодарю всех за просмотр, всех, кто интересуется картами Таро, новинками, всех, кто любит что-то новенькое, необычное, всех, кому интересны различные варианты новых колод Таро, необычных, достаточно редких. Благодарю всех за просмотр. Если у кого-то есть наработки какие-то по этой колоде, пишите, делитесь. Возможно, уже кто-то прочувствовал какие-то грани этой колоды. Мне было бы интересно. Я, когда с ней поближе познакомлюсь, я тоже какие-то свои замечания, наработки, какие-то нюансы тоже буду делиться ими. Благодарю всех за просмотр. Оставляйте обратную связь, у кого есть эта колода, было бы очень интересно, как вы с ней работаете, как она с вами общается, как передает информацию. Благодарю всех за внимание. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте обратную связь, мне будет очень приятно.
До следующих встреч. Пока-пока.